Итак, главный вопрос астрологии и почему же Меркурий всегда ретроградный. Меня зовут Татьяна, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас в Колорадо 28 июня. С завтрашнего дня официально Меркурий начинает свой ретроградный цикл. Он продолжает двигаться так же, как всегда, но с Земли мы видим, как будто бы он движется в обратном направлении, backwards. Вы могли почувствовать влияние ретроградного Меркурия уже за последние несколько дней, когда он уже останавливался и готовился к смене своего цикла. Что я хочу сказать вам про... Вы наверняка уже столько раз слышали о ретроградном Меркурии. Нужно ли на него обращать внимание? Не нужно ли на него обращать внимание? И каким образом? А что лучше всего делать в это время? Как лучше всего его провести? На самом деле это очень важный период. Но для того, чтобы его понять, мы должны понять, кто у нас такой Меркурий. Меркурий, он работал мессенджером для Юпитера, главного бога, короля богов. И как его доверенное лицо, он имел безвизовый режим на Олимпус и на Землю, там, где жили боги, бессмертные существа, и там, где мы, простые смертные жители на Земле. Кроме того, у него была особенная функция, он имел право передвигаться между мирами и провожать души умерших в подземный мир. Почему он обладал такими качествами? Не то чтобы даже почему, а за это его ценил Юпитер, и в этом была его огромная особенность. Чтобы общаться с этим божеством, людям не нужно было идти куда-то в храм или в какие-то ашрамы в Индии. Меркурий был такой очень общительный и простой. Он приходил к людям сам. Он приходил к ним туда, где было скопление людей, где он мог общаться с людьми. Он доносил им, передавал им новости с Олимпа, что там боги себе придумали, что они решили, какие законы приняли. И общался с простыми людьми, и слушал их проблемы, их жалобы, и потом возвращался на Олимп и рассказывал богам, а как народ там. Само название Меркурий, его корень, вот этот мерк, это mercantile, это merchandise. Отсюда marketplace, наши супермаркет, да, Mercados. Это все делит корень с Меркурием. Поэтому он был божеством, которое supervised любые transactions, любые торговые сделки. Он очень много времени проводил на торговых площадях, потому что это как бы основное скопление людей. И смотрел, чтобы все там было честно и красиво продавалось. Поэтому, когда планета, которая ассоциируется с Меркурием, как бы идет в ретроградное движение, да, даже если это не физически, а астрология говорит о том, как мы на Земле испытываем явления, которые происходят с небесными телами. И вот, когда он начинает ретроградный период, это означает, что планета как бы, считайте, что это начальник идет в отпуск. И он как бы withdraw, он как бы свои силы, свое влияние, вот это свое покровительство, на время оно не с вами больше. Вот как если вам нужно подписать какой-то документ, да, вам срочно нужно куда-то дозвониться, что-то оформить, а на календаре праздники, и вы знаете, что там в этой организации никого не добьешься, начальника нет, некому подписать. Вот это Меркурий ретроград. Он в это время нам не помогает. Отсюда взялись все эти вот обычаи и как бы ритуал, что в это время нельзя заключать каких-то важных сделок. Вы всегда слышите в гороскопах, астрологи говорят, избегайте покупки серьезных каких-то вещей дорогих.
избегайте покупки такого эквипмента, всяких приборов связи. Потому что, разумеется, Меркурий покровительствует любой связи, любому общению, передаче информации, документов. В это время ни в коем случае не стоит подписывать какое-то приглашение на работу, какое-то новое место с каким-то новым начальником. Нельзя, ну что значит нельзя? Вы, конечно, не умрете от того, что вы подпишете или начнете какую работу, или что-то купите, но это обязательно позднее окажется, что это было не совсем так, как вы себе это представляли. Какие-то детали вы не учли, какие-то вещи вам придется пересмотреть, вы их не дочитали, вы подписали, не подумав о чем-то. Очень часто это не значит, что кто-то вас обманывает, а просто вы о чем-то не подумали, вы что-то не просчитали. Поэтому всегда говорят, конечно, если вам срочно необходима работа, лучше принять любое предложение. Потом окажется, что вы, может быть, оставите или будете добиваться чего-то другого. Если вам нужна плановая операция, конечно, нужно, в смысле не плановая, а немедленная, что-то срочное, что-то необходимое, конечно, вам это нужно сделать. Но если есть возможность запланировать, если это не вопрос жизни и смерти, то не нужно на это время планировать операцию. Считайте, что планета, покровительствующая всем происходящим событиям, немножко отвела свой взгляд. И просто в этот момент не очень на вас обращает внимание. Я хочу сказать вам, как знак Меркурия, если вы видели, если вы когда-то смотрели в натальную карту или смотрели видео астрологов, и вы знаете символ планеты Меркурий, я хочу вам рассказать, почему он выглядит именно так. Все эти символы планеты, знаков были заложены в Древней Греции, конечно. Ну, то есть это все эволюционировало из вавилонских жрецов, потом египетских. И древние греки, они уже вот этот hellenistic период. Мне очень почему-то, я не могу этого сказать по-русски. Вот они как бы оформили эти знаки планет. И его, ну, потом это тоже развивалось, и уже греко-романские периоды, уже потом христианство добавило, конечно, туда крест. Вот крест в то, что называется сакральная геометрия неба. Крест – это как бы вот у него 4 угла, да, это направление восток, запад, это самая высокая точка небес, называемая medium Celli на латыни, и самая нижняя точка Imum Celli. Вот эти еще называются Midheaven и IC. MC, IC, Midheaven и IC, Imum Celli. Эти 4 точки, которые находятся друг от друга 90 градусов, образуют крест. Крест символизирует собой, он еще называется кардинальный крест. Он символизирует собой как бы пришедшие души, все, что нематериально, все, что в другом измерении, когда оно находится на этой планете, на нашем физическом плейне, оно как бы прикрепляется на крест, буквально вот накалывается на крест. То есть крест – это материя, это душа, которая, превращаясь в материю, вот она закреплена на этом кресте. Круг, вот солнце изображается, например, да, таким кругом, в сакральной геометрии означает потенциал, бесконечный потенциал, да, у него нет ни начала, ни конца. Это в чистом виде бесконечный потенциал. А вот полумесяц, как Луна, полумесяц, он работает как антенна. То есть это такой ресептор, ресивер, он принимает информацию и может ее, наоборот, транслировать. Такой ресивер и транслятор. И вот у Меркурия
в его, вот вы можете посмотреть сейчас на картинку, на его знак. Вот в самом низу находится этот крест, на котором материя держится. Потом над ним возвышен потенциал. И вот наверху этого потенциала, над потенциалом, находится вот это, крисант, вот этот месяц, который принимает информацию и транслирует информацию. И вот можете себе представить, что в тот момент, когда Меркурий от нас отворачивается, то все в этот процесс, будь это мысли, идеи, желания, мы вдруг что-то захотели, о чем-то подумали, с кем-то договорились, что-то подписали, а на самом деле это как бы может оказаться все не туда, не в кассу. Я хочу как период ретроградного Меркурия использовать с огромной пользой. В этом действительно он 3 раза в год, примерно на 3 недели, иногда больше, находится в ретроградном цикле. И если его использовать разумно, то на самом деле можно извлечь кучу пользы из этого дела. Как его использовать разумно? Все, что вы можете переделать. На английском сказали revisit, reconsider, rethink, repaint, remodel. Все, что подразумевает возврат к чему-то и переделывание это дела, улучшение, доведение. Может быть, вам некогда, ваша жизнь очень быстрая, в быстром темпе, вы заняты, и вы как бы это начали сделать, немножко бросили, побежали вперед, еще что-то, тут немножко забыли. Он как бы призывает нас остановиться, вернуться и доделать что-то, не начинать нового, но что-то как бы довести, fine-tune, довести, дать ему толк. В какой сфере вашей жизни? Это зависит от того, в каком доме гороскопа, в вашей личной натальной карте, Меркурий будет ретроградным. То есть он сейчас будет разворачиваться, в смысле он уже развернется завтра в знаке Рака. Вот в вашей натальной карте вы, может быть, найдете, может быть, вы послушаете просто гороскопы астрологов, и какую сферу вашей жизни, какой дом гороскопа занимает знак Рака. Вот там вам ничего нового предпринимать нельзя, но зато вы можете успешно что-то переделывать. Еще, чтобы я не забыла сказать, если вам позвонит ваш бывший начальник, ваш сослуживец бывший, или вас позовут вернуться на работу, где вы раньше работали, если в какую-то группу, где вы раньше были, может быть, вы решили снова взять курс, допустим, улучшить, взять какое-то повышение квалификаций в той сфере профессиональной, где вы уже работаете, где вы уже учились, это все можно и очень хорошо. Главное не вступать ни во что новое. Я хочу из 2 очень красивых колод вынуть карты каждому знаку на Меркурий ретроградный период и спросить у карт, что они подскажут нам, на что нам обратить внимание, что нам переделать, переосмыслить.